Я провела эксперимент. Это шокирующая правда о красках для волос. Узнайте первыми. А хотите правду? Знаете, что бесит больше всего? Когда тебе впаривают самую безопасную краску на растительном сырье. Ты наивно веришь в это все, наносишь ее, а через неделю ты видишь вот это. Я вам расскажу, как не попасть на нервы во время окрашивания волос. Это касается как домашнего окрашивания, так и салонного окрашивания. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что вам никто этого не расскажет. Очень много вопросов приходит, где меня найти. Подписывайтесь на мои соцсети, ссылки на них я оставлю в описании и в закрепленном комментарии под видео. И долгожданное объявление. В следующем видео я скажу: открыта продажа моей книги по стрижкам, которая называется «Код идеальной стрижки. База номер 1». Это ваша шпаргалка. Полезна как для мастеров, так и для любителей. Где приобрести? Ссылка в описании и в моем закрепленном комментарии под видео. Успевайте, пока она доступна из любой точки мира. В ближайшем выпуске я анонсирую старт продаж во всех моих соцсетях и здесь тоже. Не пропустите, потому как цена на старте будет ниже. Знаете, что бесит больше всего? Когда тебе впаривают самую безопасную краску на растительном сырье. Ты наивно веришь в это все, наносишь ее, а через неделю ты видишь вот это. Посмотрите, какие ежики у меня на голове. Причем это после тотальной укладки с разными специальными средствами, чтобы волосы не торчали, но они все равно теперь живут своей жизнью. Итак, рассказываю историю. Мне прислали на обзор краску на растительном сырье. Безаммиачная. Я нанесла ее на 15 минут, чтобы затонировать. А через неделю я уже наблюдаю волосопад по всей длине. И самое интересное, что в посте, который я выпустила 2 недели назад, была история моей клиентки, которая не смогла ко мне попасть и покрасилась в достаточно дорогом салоне. Безаммиачной краской. И безаммиачная краска просто сожрала все ее волосы за неделю. Конечно же, я не могла пройти мимо. Я уже выпустила пост на эту тему, что такое безаммиачные и аммиачные красители. Можете почитать комментарии, которые скопились под этими постами. И большинство людей со мной полностью согласны. Сейчас мы это будем разбирать. А вы знали, что как таковой безаммиачной краски в принципе не существует? Потому что безаммиачная краска, она такая же аммиачная, только в этой безаммиачной краске аммиак видоизменен. В посте, который я выпустила 2 недели назад, была история моей клиентки, которая не смогла ко мне попасть и покрасилась в достаточно дорогом салоне Безаммиачной краской. и безаммиачная краска просто сожрала все ее волосы за неделю. У нее вместо волос длиной ниже плеч остался ежик. И она мне задает вопрос: Почему? Отвечаю еще раз и хочу, чтобы вы меня услышали. Думающие должны принять это к сведению. Как отличить аммиачную от безаммиачной краски? У безаммиачной краски нет запаха, она пахнет фиалками. Ну, образно говоря, у нее есть, конечно, химический запах, но он не такой едкий, как у аммиачной краски. И это, конечно же, очень сильно подкупает нашего потребителя. Что безаммиачная краска это и есть мед для волос. На самом деле это совсем не так. Волосы – это как дверь на пружине. Чтобы занести пигмент, краску в волосы, нужно дверь эту открыть. И чем быстрее вы эту дверь откроете, тем быстрее проникнет пигмент, и дверь захлопнется. Аммиак – это ключ, который одним движением открывает эту дверь. Он поднял кутикулу, отдал пигмент и испарился. И в этот момент дверь захлопнулась, то есть кутикула. Весь этот процесс занимает примерно 15-20 минут.
Аммиак улетучился, его не осталось в волосах, осталась только краска. Безаммиачные красители. И совершенно неважно, есть ли там какая-то растительная основа или ее нет. Это домкрат, который медленно выдавливает дверь, потом еще подпирает палкой и долбит. Потому что вместо аммиака в безаммиачную краску кладут Этаноламин или МИА. они крупные, липкие и медленные. Что это значит для нас? Смотрите на картинку. Это волосы и кутикула. Когда мы наносим аммиачный краситель на волосы, из-за того, что у него мелкая молекулярная масса и правильная химическая реакция, он незначительно открывает кутикулу. А безаммиачный краситель из-за высокой молекулярной массы, чтобы проникнуть под кутикулу, он вынужден ее открывать гораздо больше. И в одном, и во втором случае эту функцию выполняет щелочь. Это самая большая интрига этого видео. И дальше я вам покажу, что будет происходить с уровнем pH аммиачных и безаммиачных красителей. И еще немаловажный фактор. Этаноламин или МИА. Эти вещества не испаряются. По этой причине аммиак имеет запах, потому что он испаряется. А безаммиак – это тот же аммиак, но только не имеет запаха, потому что не испаряется. И все это время находится в ваших волосах и на поверхности кожи головы. Так вот, именно аммиак способен очень быстро открыть кутикулу и улетучиться. А у безаммиачного красителя этот процесс гораздо дольше, и это видно даже невооруженным глазом. Я когда-то сделала для своих студентов на курсе по колористике один эксперимент, показала наглядно, как работает безаммиачная краска. Можете сами понаблюдать. Затем я решила показать вам, как ведет безаммиачный и аммиачный краситель. Взяла рандомные две краски. Измеряю pH аммиачной краски. Очень быстро начинает падать. Оставляю на полчаса и посмотрим, какой показатель будет. После 30 минут, когда мы наносим краску на волосы, среднее время выдержки примерно 30 минут. Прошло уже 30 минут, и посмотрите на этот показатель 9.13. Посмотрите, как себя ведет безаммиачный. Во-первых, его pH стартует с 9.6. Засекаем 20 минут с безаммиачным. И смотрите, pH растет. Растет. Самое интересное, что у безаммиачного красителя pH вырос в буквальном смысле слова, как у порошкового состава. Только у порошкового состава со временем, пока он находится на волосах, pH снижается. то есть безаммиачный краситель – это состав, который убивает волосы еще быстрее даже, чем порошок. Та-дам! Это говорю вам я, человек, который своим блондинкам отращивает волосы до бесконечности. Сама крашусь постоянно в блонд при помощи порошка в том числе. И мои волосы всегда в шикарном состоянии, конечно, если я не делаю вот таких экспериментов. Ну и, конечно же, правильно ухаживаю. Секрет качества волос и кожи – это всегда комплексный подход. Я давно заметила, что качественный сон важнее любого ухода. И важно не только количество часов сна, но и то, с чем кожа и волосы соприкасаются в это время. Я давно перешла на шелк, и это правда дает эффект. Сегодня я хочу вам показать свои новинки от бренда Iris Silk. Мне кажется, я перепробовала у Iris все и решила заказать себе новую наволочку. Если вы только начинаете знакомство с брендом, берите наволочку. Эта база, она работает комплексно и на лицо, и на волосы. Почему спать на шелке полезно? Шелк – это самый гладкий материал в мире. Когда мы спим на нем, кожа и волосы не травмируются от трения, потому что они буквально скользят по поверхности наволочки. Плюс шелк гипоаллергенен, что важно для здоровья кожи. И на опыте я доверяю именно Iris. У них 100% органический шелк и свое фирменное плетение. Я пользуюсь их изделиями постоянно. Вещи сохраняют блеск и вид даже после стирок в машинке, но на бережном режиме. Важный плюс. Благодаря высокой плотности шелка Iris наволочки не впитывают ночной уход с лица.
Весь уход работает на коже, а не на подушке. Также бренд специально шлифует ткань. Знаю, что далеко не все марки соблюдают этот этап, чтобы шелк получился очень нежным. Он будто заполировывает чешуйки волос. Даже если вы крутитесь во время сна, волосы не путаются и не травмируются. Чего не скажешь про другие ткани. А вот еще одна моя новинка. Шелковый тюрбан для сна. Мало того, что эта штучка просто шикарна, она защищает волос всю ночь. Я беру ее всегда в поездке, когда все мои наволочки остаются дома, и сплю в нем, если хочу продлить жизнь укладки. Честно говоря, я даже в нем гуляю. Тюрбан из 2 плотных слоев шелка не впитывает стайлинг и уход с волос. И внутри такой же нежный и гладкий шелк. Очень достойное изделие. И советую покупать изделия Iris Silk на официальном сайте. Там лучшие цены и самые выгодные акции. Например, скидки на товар недели доходят до минус 20%. Вместе с моим промокодом, который вы видите сейчас на экране. Где приобрести изделия бренда Iris Silk, ссылку оставлю в описании и в моем закрепленном комментарии под видео. Также там будет и промокод. Почему я пошла на этот эксперимент, когда я знаю, чем это может все закончиться? Честно говоря, меня, как и многих других пользователей, подкупает вот это слово На растительном сырье. По сути, безаммиачный краситель – это химический ожог замедленного действия. Волосы не выпадают сразу, они начинают обламываться через 5-10 дней. И знаете, что самое страшное? Многие мастера вообще не знают разницу между безаммиачным красителем и аммиачным красителем. Они читают рекламу без аммиака, значит Бережно. А потом клиенты возвращаются с жалобами, и мастер винит все, что угодно. У вас гормоны, это погода, вы чем-то неправильно дома ухаживали за волосами. Нет, друзья. И именно поэтому я и учу вас не зависеть от этих обстоятельств. Я и создала 2 курса: салонный блонд дома и русый дома. Во всех направлениях есть окрашивание седины. Все, что я знаю за 22 года работы колористом. В каждом направлении есть 11 баз. Есть седина, нет седины, какой исходный цвет волос, чем красились и так далее. И под каждую отдельный алгоритм. Вот это и работает. Ссылки в описании и в моем закрепленном комментарии. Успевайте, пока есть интернет. Поражает тот факт, что производители, если знают об этом, почему они не пишут, что с безаммиачной краской будьте в 2, а то и в 3 раза осторожнее, чем с аммиачной краской. Я не просто так это говорю, потому как помимо вот этой истории, я дважды попадала с безаммиачной краской. После нескольких лет окрашивания аммиачной краской я также повелась на этот маркетинговый ход, взяла безаммиачную краску, нанесла ее по инструкции, и через 15 минут в моих руках были мои волосы. То есть я их буквально с головы со своей стягивала. Они выглядели как макароны. То есть полностью разрушена вся структура волос. Я решила, может быть, я что-то не так сделала. Хотя, проанализировав все свои действия, я понимала, что ничего тут не так не могло быть. Я сделала ровно так, как было написано в инструкции. Нанесла ее на слегка влажные волосы на 15 минут. По поводу влажных волос я уже не раз говорила. Об этом можно еще дополнительный ролик снять, потому что производители начали переобуваться. И, кстати говоря, бренды тут абсолютно не важны. У всех безаммиачных линеек один принцип. Высоченный pH, который постоянно растет. Если в составе есть меа, либо этаноламин или аммония бикарбонат, это совсем небезопасно. Это просто другой яд, медленный. Аммиак, он честный. Он воняет, может щипать кожу, но он работает по правилам и уходит. Я читаю и слышу это каждый день. У меня тонкие волосы, наверное, мне нужно только безаммиачную. Стоп! Тонкие волосы – последнее, на что нужно лить безаммиачную краску. Потому что у тонких волос минимальный кортекс, кутикулярный слой. И ему нечем сопротивляться против щелочного разрушения. Поэтому тонкие волосы просто тают.
То же самое относится и к осветленным волосам, кстати говоря. Они растают гораздо быстрее, чем толстые. Поэтому те люди, у которых толстые или нормальные волосы, они не видят этих разрушающих факторов только лишь потому, что их волосы выдерживают этот натиск. А тонким волосам нужен быстрый процесс. Открыть, залить пигмент и закрыть. Это может только аммиак с правильным оксидом, и время выдержки не больше 15-20 минут. Поэтому правило номер 1. Если мастер вам говорит: я беру безаммиачную краску, я ей работаю только лишь потому, что это безвредный краситель, значит, он просто не знает химии. Он в принципе не знает, что такое аммиак или этаноламин. Я не говорю, что аммиак это панацея или мед для волос. У него также есть минусы. Может щипать кожу, да, но я вам скажу, и безаммиачный краситель с таким же успехом щиплет кожу. Аллергия. Да, на аммиачную краску может случиться аллергия. Это то же самое, что, например, аллергия на мед. Но это же не говорит о том, что мед какой-то плохой или не настоящий. Как раз таки на натуральный мед чаще всего у людей аллергия. Но из-за того, что аллергия на мед, мы же не будем говорить, что мед это очень опасно и нехорошо для нашего здоровья. А хотите правду? Откуда вообще взялась безаммиачная краска? Много десятков лет люди красились аммиачными красителями, и, конечно же, как и на любое другое средство, у некоторых людей возникала на аммиачную краску аллергия. И технологи, производители долго думали, что же с этим делать. И они придумали очень замечательный ход в этот момент, когда они изобрели вот эту новую формулу. У тех людей, у которых была аллергия на аммиачную краску, на этот краситель аллергии не было. Вот и все. Люди повелись на этот глобальный маркетинговый развод, и у многих качество волос стало хуже. Я уже рассказывала, что я нашла однажды статью, которую опубликовал концерн Вэлла, где они взяли одну из самых популярных актрис себе в амбассадоры, и она должна была сказать вот эти слова. Безаммиачные красители не являются такими безопасными, как люди думают. А как люди думают? Люди думают, что если написано без аммиака, значит ее можно в буквальном смысле на хлеб намазывать и есть. Поэтому не удивляйтесь, что у вас качество волос от безаммиачной краски стало хуже, чем от аммиачной. Мне под этим постом написало несколько мастеров, что они работают безаммиачной краской. Вы знаете, чем больше я в этой сфере нахожусь, тем сильнее убеждаюсь в том, что парикмахеры 90% случаев люди, которые учебник химии даже в руках не держали. Это очень печально, потому что благодаря вот этим отсутствиям базовых знаний, потому что это базовые знания, здесь не надо никуда глубоко копать. Эта информация есть в общественном доступе. Вы можете найти при желании, конечно, эту информацию. Она есть. Просто далеко не все хотят в это во все погружаться. Но когда ты сталкиваешься вот с такими вопросами, поэтому когда вам красят в салоне мастера безаммиачным красителем волосы, это говорит лишь только о том, этот мастер, он не знает, для чего была изобретена безаммиачная краска. Изначально ее задача была заменить аммиачную краску на способ типа безаллергичного окрашивания для тех людей, у которых аллергия на аммиак. Но это совсем не то, под каким соусом она нам преподносится на семинарах, разными технологами. Что уж там говорить, когда я обратилась вот к этим товарищам, которые мне прислали эту злосчастную краску, приехала к ним на производство и задаю им вопрос: ребята, а вы знаете, чем отличается безаммиачная краска от аммиачной краски? Они сказали: ну это же безопасно. Браво! Я говорю: а вы удосужились хотя бы просто, у вас же лаборатория, просто измерить, как ведет себя безаммиачная краска на волосах? Что с ее pH происходит? Как ни странно, безаммиачный краситель оказывается опаснее для волос, чем аммиачный.
Потому что, как минимум, в процессе окрашивания его pH все время растет. Они были максимально обескуражены. Вы знаете, настоящих специалистов в любой сфере 1,5 человека. В общем, из 2 зол аммиак гораздо меньшее зло. Он контролируем, он прогнозируем, и он не продолжает работать после смывки. Кто-то скажет, да, можно это все нейтрализовать. Нет, не можно. Если бы можно было бы, это была бы другая история. Под моими постами и видео на эту тему мои подписчики, обычные люди, пишут, что действительно после безаммиачной краски их волосы стали хуже. Только одни мастера летают в облаках и говорят, что они красят безаммиачной краской, и у их клиентов все прекрасно. А как ты можешь понять, прекрасно ли у твоего клиента что-то, когда ты не видишь этот результат в течение нескольких дней? Поэтому ты не можешь понять. Я тоже, когда смыла вот эту краску, я сразу не оценила все ее последствия. Они начали появляться со временем. Уже на протяжении недели 3 эти последствия остаются у меня на расческе и напоминают мне об этом. И последнее. Запомните главное из этого видео. Безаммиачная не равно безопасное. Аммиак быстрее и честнее. И читайте состав. Это ноламин или меа. Это те же яйца, только в профиль. Это тот же аммиак, только с видоизмененной формулой. И его основная была задача убрать аллергическую реакцию. Но я могу вам сказать точно, аллергические реакции на безаммиачную краску точно так же существуют. Лично я этому подтверждение. С вами была Ева Лорман. Я спасаю ваши волосы от невежества. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее разоблачение. В общем, вот так дела обстоят с красками. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.